Сегодня приготовим очень необычное и красивое блюдо не только для семейного ужина, но и на праздничный стол. Всем привет! Одну луковицу нужно нарезать на небольшие кубики. И одну небольшую морковку натираем на мелкой терке. Шампиньоны примерно 5-7 штук стараемся нарезать на кубики средних размеров. На раскаленную сковородку с подсолнечным маслом отправляем полностью весь лук и обжариваем его до полупрозрачного цвета. Дальше сюда же к луку отправляем полностью всю натертую морковку. Хорошо все перемешиваем и протушиваем до готовности морковки. В самом конце сюда в сковородку отправляем нарезанные кубиками шампиньоны. Тоже хорошо все перемешиваем и протушиваем несколько минут. Когда вы увидите, что ваши грибы уже готовы, хорошо потушились, в сковородку добавляем 1,5 столовые ложки сметаны. И буквально через 30-40 секунд после начала перемешивания снимаем сковородку с огня. И вот такая очень классная и вкусная начинка у нас уже будет готова. Отправляем ее в отдельную тарелку и дадим ей немножко остыть. Ну а далее нам понадобится куриное филе, 2 штучки. Его нужно будет хорошо вымыть и убрать весь лишний жир. И вот таким вот образом, как показано в ролике, ножом делаем прорезы, но не насквозь. В этом курином филе нам нужно постараться сделать небольшие кармашики. И после того, как у вас получился хороший красивый кармашек, его нужно будет нафаршировать вот той начинкой, которую мы готовили. Ровно половину для одной половинки куриного филе. Со второй половинкой куриного филе делаем точно так же. В общем итоге вся начинка, которую мы готовили, рассчитана на 2 половинки куриного филе. Далее нам понадобится пергаментная бумага, пиалка с небольшим количеством подсолнечного масла. В масло добавляем немножко соли, немножко черного молотого перца. Все, что есть в пиалке, хорошо перемешиваем. Таким образом специи более хорошо отдадут свой аромат. Берем кисточку и пергаментную бумагу, туда, где вы будете укладывать куриное филе, немножко вот так вот смазываем подсолнечным маслом со специями. Берем одно фаршированное куриное филе и аккуратно укладываем на пергаментную бумагу. Затем пергаментную бумагу вот так вот по бокам сворачиваем либо гармошкой, либо точно так же, как я, трубочкой. Стараемся сделать более крепкие бортики для будущих лодочек. И для того, чтобы лодочки наши держали форму, с каждой стороны стараемся все свернуть, как будто бы вы сворачиваете конфетку. Хорошо закрепляем и немножко подворачиваем вот это все внутрь, для того, чтобы очень хорошо все держалось и ничего нам не развалилось во время выпечки. Затем опять берем кисточку с подсолнечным маслом и хорошо уже смазываем верхушку нашего куриного филе. Таким образом куриное филе останется более сочным, а подсолнечное масло только сохранит эти соки все внутри. Точно так же мы делаем и со второй половинкой куриного филе. Отправляем наши лодочки на противень. Далее мы возьмем еще один помидор, нарежем его на полукольца. Толщина этих полуколец должна быть примерно 4-5 мм. А затем вот этими полукольцами украшаем верхушку наших лодочек. И только после этого отправляем наши лодочки в разогретую духовку до 190 градусов на 35-40 минут. Пока лодочки выпекаются в духовке, мы берем один шарик сыра моцареллы и хорошо натираем его на крупной терке. Через 35 минут достаем лодочки из духовки и обильно посыпаем верхушки натертым сыром. И после того, как вы хорошо посыпете все сыром, отправляем обратно все в духовку при той же температуре на 10 минут для того, чтобы хорошо расплавился сыр. Ну и по итогу у нас получается вот такая вот необычная красота. Такие аппетитные лодочки можно подавать не только в кругу семьи, но и на праздничный стол. Ну что ж, если вам понравилось, обязательно поделитесь роликом с друзьями, пишите свое мнение о таком блюде. Также не забывайте оценивать видео, ну а мы с вами встретимся как всегда в новых роликах на канале Аппетитная кухня. Всем пока!